Привет, привет всем! Итак, я сегодня отправляюсь на пляж. Хочу посмотреть, конечно, позагорать тоже хочу и посмотреть, какая на пляже обстановочка, какая водичка в океане. Уже конец января, последние деньки доживаем этого года в январе. И хочу вам тоже показать и рассказать, какой же у нас был январь, вот именно на Тенерифе, в районе Коста-Дехе. Ну, январь месяц, конечно, уже был попрохладнее, чем в декабре было. Ну, некоторые дни вообще даже, я бы сказала, холодно довольно было. Но не более плюс 18. Были такие дни, что я даже не ожидала. Даже многие вот здесь долгожители, которые говорят, что это был холодный январь. А последняя неделя, начиная вот с 25-го, у нас даже дожди были. Ну нет, не то, чтобы они были там очень долго, очень длительные такие. Чуть-чуть там прокапало. Ну, были дожди, что даже не хотелось на пляж идти. Так что январь месяц был полон сюрпризами. Сначала это Колыма, потом это прохлада, ну и наконец-то я выбралась на пляж. И для тех, кто недавно присоединился к моему каналу, хочу напомнить, что я из Риги. И еще в 2020 году мы с мужем вместе во время этой пандемии научились, как многие, работать удаленно. Нам была такая возможность переехать, пожить возле тепла, возле моря, там, где солнышко. И мы приехали в Аланью, в Турцию. Такой маленький курортный городок, очень теплый, с теплым морем. Ну, у нас уже были мысли, конечно, когда мы туда летели, что там приобретем какую-то недвижимость. Уже думали там надолго поселиться. Но так сложилось в жизни, что нам все-таки там что-то не устроило. Ну, не что-то, а были вещи, которые не нравились. Об этом я разговаривала, вернее, показывала много видео, рассказывала. И сейчас вы можете посмотреть, добавлю такую подсказочку, что же там не нравилось и почему мы снова решили вернуться в Европу и переехать уже на Тенерифе. Итак, мы в прошлом году, совсем недавно, перелетели на Тенерифе юг, именно в район Коста-Дехе. Сняли здесь апартаменты, снимала я их отдаленно, онлайн-вариантом, на полгода и заключили договор с агентством. Вот так мы очутились на Тенерифе и теперь устраиваем здесь быт. Об этом я вам рассказываю в своих видео. Есть, конечно, на Тенерифе такие вещи, которые мне не нравятся. Я стараюсь к ним осваиваться, привыкать. Одно из них – это та гора, на которой мы живем. Что поделать. Так я сняла апартаменты. Видите, пока я тут спускалась, несколько минут буквально прошло, и какими тучами затянуло все небо. Вся гора наша в одной туче. Все в одних тучах. Вот так у нас меняется погода. Да, хотя я вижу там внизу солнышко есть. Есть надежда, что мне еще удастся позагорать. Итак, наконец-то я спустилась и дошла до пляжей. Вот пляж Торвискас первый. Я пройду немножко чуть-чуть вперед. Посмотрю, как выглядит пляж также Фаньябы. Покажу вам тоже. Прогуляемся по берегу океана. Попробуем водичку, конечно. Да, не так солнечно, как я тут думала будет. Все-таки пески еще есть. Эти пески Сахары, которые донеслись до Тенерифе. Вот смотрите, даже в такой дымке видно линия, не совсем точная, где сходится море именно с небом. Нечеткая линия. Это значит, что все-таки еще в небе эти пески Сахары у нас есть. Колыма, остатки, но продолжается. Люди в кафе отдыхают. Пройдем сейчас немножко прогуляемся, посмотрим, как выглядит на пляже. Как я сказала, первый это пляж Торвискас, но я отправлюсь дальше, немножко к пляжу Фаньябы. Смотрите, много народу загорает, очень много. И в воде плавают, купаются.
Ну, дети это само собой понятно, им всегда тепло. Но мне водичка эта холодная, я точно знаю, что я плавать не буду. Как я уже говорила ранее, я такая мерзлячка, что если меньше, чем 25 градусов, значит вода не для меня. А сейчас не более 20-21, ну не больше сейчас в данный момент. Вот впереди кафе есть небольшое тоже на пляже. Ну, их здесь довольно много тоже. Не только на пляже, на набережной, здесь их много достаточно. Вот детская площадочка есть тоже. Это именно возле пляжа Торвискас. Ну вот видите, пляж, это Торвискас. Какие все загорелые. Очень много народу. Вот этот транспорт, который здесь припаркованный, мне он очень нравится. Удобно доехать до пляжа, но только, я думаю, с моей горы даже на нем будет неудобно. Ну, хотя транспорт неплохой на самом деле. Смотрите, даже свободных мест я тут особо не вижу. Ну, пройдем немножко ближе, как я сказала, пляжем Паньябе. Ну, на набережной и сказала, чтобы много тут народу ходило бы. Наверное, все загорают. Ну, как-то на этом пляже немножко меньше народу, именно на Паньябе, да? Как на Торвискас там было все занято. Ну и так я спустилась совсем уже к океану. Надо найти себе какое-нибудь место, где прилечь. Ну, вроде как мест много. Ой, песочек такой теплый, да. Песочек действительно горячий, иду по нему так немножко горячо. Ну, похоже, что я здесь и расположусь. И дальше уже отправлюсь к воде. Попробую, какая же вода. Тянет меня к воде. Очень тянет. Отправляюсь к водичке. Ну, небольшой ветерок есть, совсем небольшой. Сейчас попробуем, насколько она сегодня теплая. Ну, я думаю, как всегда, сейчас зайду и крик подниму. Ой. Так, чуть-чуть есть, конечно. Ну, это то, что я всегда говорю. Пока ты накалился так, на солнышке, заходишь только, кажется, она прохладная, а на самом деле она действительно холодная. Нет, ну надо привыкнуть, действительно будет. А сейчас прогуляюсь и привыкну, и уже скажу вам, что она теплая. Нет, ну плавать точно, я в такую погоду, вернее, в такую воду я не пошла бы. Ой, нет. Погода-то ни в чем, нет проблем. Если бы не эта Колыма, которая продолжается. Ой, даже, видите, покажу, там вдали кораблик плывет. Его даже не видно, он в тумане. Попробую подвинуть немножко ближе вам. Ой-ой-ой. Но его даже не видно. На самом деле. Ну, у меня уже есть несколько видео. Я показывала, как именно выглядит Колыма, когда она действительно серьезно. Ой, очень первые дни, когда. Если кому интересно, можете посмотреть мои предыдущие видео. Я сейчас добавлю подсказочку. Вот там действительно. Ну, а сейчас она такая с остатками уже. Ну, гулять очень приятно на самом деле. Гулять приятненько. Я снова гуляю по водичке. Вот как я всегда говорю, этот берег. Он такой приятный. Ой, ходишь, радуешься. Дно шикарнейшее. А ну вот, видите, чуть-чуть я прогулялась. Скажу, вода нормальная. Да. Вода действительно нормальная. Но плавать нет. Плавать нет. Люди загорают. Я тоже сейчас буду пытаться загорать.
Ну вот видите, здесь идем, песочек еще немножко оставляет следы. Наверное, намыло сильно волнами, я не знаю почему, прилив или как тут. А так он довольно, дно именно такое тверденькое. Ну вот дошла почти до пляжа Торвискас снова. Вот смотрим, плавают люди. Ну, водички действительно не более 20 градусов, так она, наверное, есть. Ну, единственное, я надеюсь, что это только в этом году такой январь. Хотя, если он так постоянно, я в январе сюда не хотела бы прилетать. Ну, сначала это Колыма, тут по несколько раз была. Ну, 4-5 раз точно она была. Ну, пару раз она была так 2-3 дня, не более. А вот один раз она целую неделю, что мы были, как я уже говорила, рассказывала, были закрыты все окна, двери, и даже на улицу не высовывались. Целую неделю. Вот кто попал, представляете, в эту неделю прилететь, отдыхать, ну, насколько приятно это, да? Потом эти холода наступили. Ну, что значит холода? Ну, это для Тенерифе холодно, когда плюс 18, плюс 16, да, это прохладненько. Ну, куртки, конечно, не надо было одевать, но прохладно было. Потом дожди там чуть-чуть, ну, не то, чтобы они длительные или там большие какие-то, но дожди были, конечно. Дожди тоже, холода, Колыма. Ну, что тут только не было. Вот так мы и жили этот январь. Но сегодня уже не выдержала, думаю, ну уже последний день января, надо как-то уж выйти наконец и показать вам, как же здесь было и как в конце января. А вот, смотрите, подойду, смотрите, какая чистая водичка, да? Вот, смотрите, да, чисто-чисто. Ой, здесь даже этого черного песка так не видно. Ну, средняя температура, так по январю, могу вам сказать, были так где-то 20 градусов. Когда-то было 16-18, какие-то дни 22-24. Ну, в среднем 20 было. Ну, воды около 20, так она есть. Я ходила в начале января, в середине. И вот сейчас вот последний день января. Могу сказать, одно и то же, да? Примерно такая на 20 градусов держится. Нет, вот сейчас подольше прогулялась, но уже, нет, скажу, уже нормальная водичка. Довольно приятно. Многие из вас задавали мне вопросы в комментариях, кто я, что и откуда. Вроде в начале видео я рассказала, откуда мы и как очутились на Тенерифе. Но я забыла упомянуть, кто я. Я об этом не очень люблю рассказывать, особенно это вообще и нечего. Я дизайнер по свадебным нарядам. У меня есть в предыдущих видео также рассказ, что я делаю, как я создавала, вернее, не как создавала, а как снимала именно свою новую коллекцию в Турции. Можете, если интересно, посмотреть это видео. Сейчас добавлю вам подсказочки. И я научилась, как многие другие, в это время пандемии работать отдаленно. Итак, мы прогулялись по берегу океана, попробовали водичку, какая же она, последний день января. Ну, знаете, я уже как сказала, что она совсем не холодная, она нормальная. Но нет, плавать я точно не пойду. Нет, для меня это слишком холодно. Рассказала вам про погоду, какая же в январе. Ну, она была сюрпризами, действительно. Рассказала, кто я, что и откуда. Вернее, напомнила, кто недавно присоединился к моему каналу всем. И на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. И не забудьте подписаться, кто не подписался.